Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и сегодня вкратце и по существу поговорим об интересной штуке, которую я очень давно хотел себе приобрести. Называется она Mi Bluetooth Audio Receiver, выпускается компанией Xiaomi и, как вы уже поняли из названия, позволяет сделать из любых ваших наушников некое подобие беспроводных. Такие устройства в целом на рынке далеко не новинка, однако не все о них знают. Почему мне оно вообще понадобилось? Хотя, наверное, это не очень интересно, но я все же расскажу. Дело в том, что музыку я слушаю практически постоянно, прерываясь лишь на сон, и куда бы я ни пошел, мне плюсом к телефону приходилось брать с собой плеер и наушники. С телефона музыку я по возможности не слушал, так как на моем Redmi 4X памяти мне вечно не хватало, и слушать ее я мог лишь онлайн. И второй момент это то, что это попросту неудобно, но об этом чуть позже. Сейчас же я приобрел себе новый телефон с большим накопителем и хочу заменить ношение и плеера, и телефона на просто один телефон с беспроводными наушниками. Единственный беспроводной вариант, который я слушал, был аналогом AirPods и обладал, мягко говоря, посредственным звуком. Плюс по первым отзывам я пока что временно отложил покупку Mi AirDots, на которой я возлагал большие надежды. Так что пришлось искать альтернативу, и нашел я вот такой вот девайс. Итак, начнем. Выглядит он как обычная клипса, достаточно маленького размера и весит всего 10 грамм. На борту располагается два порта. Первый это 3,5 мм разъем для подключения наушников, а второй это micro-USB для зарядки. На лицевой панели расположена одна большая кнопка и светодиод для индикации состояния. На задней же стороне расположен, соответственно, зажим для крепления. По подключению все элементарно. Включаем устройство, включаем Bluetooth на телефоне и далее синхронизируемся. После чего просто подключаем любые наушники через 3,5 мини-джек к устройству. И что же мы получаем, используя этот гаджет? Понятное дело, такая клипса не избавит нас от проводов в прямом смысле этого слова. Однако она избавит нас от их главных недостатков. Теперь при прослушивании музыки вы сможете использовать телефоны для прочих действий, при этом вам совершенно не придется зависеть от провода наушников. Вы можете спокойно вынуть телефон из кармана, не натягивая провод под одеждой, снимать на него фотографии, видео и совершать прочие действия. Это преимущество наиболее очевидно именно сейчас зимой, когда телефон где-то в джинсах и из-за штекера от наушников его в принципе не очень удобно доставать из кармана, не говоря уже о чем-то большем. Ну и второе применение. В случае наличия Bluetooth модуля на компьютере вы можете спокойно взять ваши основные наушники, подключить их через эту клипсу и без проблем перемещаться по дому, слушая музыку. Устройство на удивление далеко бьет, и мне хватает сигнала примерно на 8-9 метров даже с учетом межкомнатных перегородок в квартире. Конечно же, можно найти другие варианты применения для данного устройства, например, для езды в автомобиле или для каких-то других целей. Вы сами, я думаю, это сможете придумать. Лично же для меня альтернативы этому устройству пока нет, и вот почему. И тут следует сказать, пожалуй, о самом важном для меня – о звуке. Звук, передающийся через этот ресивер, очень неплохой. То есть неплохой от слова совсем неплохой. Чтобы было понятно, к этому устройству я подключал наушники с сопротивлением близким к 60 Омам. Это и SuperLux 668B, и HyperX Cloud Core, и при этом громкости было достаточно. По качеству и детальности также нет никаких проблем, даже несмотря на отсутствие поддержки aptX. Важный плюс в том, что нормальные наушники с такого ресивера будут звучать на уровень лучше любых недорогих беспроводных вариантов, например, аналогов AirPods и прочего. Я, конечно же, не беру в расчет те же KZ и прочие профильные варианты, которые к тому же и стоят не так дешево. Также радует то, что исходя из меняющихся музыкальных вкусов, предпочтений или удобства, при смене наушников вы по-прежнему сможете использовать это устройство и наслаждаться прослушиванием музыки без оглядки на провод. Также из особенностей следует выделить то, что к данному устройству можно подключить и гарнитуру, и, соответственно, полноценно пользоваться микрофоном и говорить по телефону или программам для связи. Сопряжение поддерживается с двумя разными устройствами. Также устройство обладает скромным аккумулятором всего на 97 мАч и при этом живет примерно 4 часа постоянного прослушивания. Более того, в случае, если оно не подключено к другим устройствам, оно автоматически отключается через 5 минут, экономя свою батарею. Кстати говоря, в комплекте плюсом идет короткий AUX-проводок, позволяющий подключаться к различной аудиоаппаратуре. Разумеется, есть и к чему придраться. Кнопка управления только одна, и помимо включения-выключения она позволяет отвечать на вызов и завершать его, набирать последний набранный номер, снимать и ставить треки на паузу и переключать на следующий трек. Это, конечно, в целом очень неплохо, однако регулировать громкость вы сможете либо только с телефона, либо с гарнитуры, у которой есть пульт с соответствующими переключателями. Да, и кстати, все управление, такое как переключение треков, громкости и прочие возможности с пульта наушников будут также доступны и через это устройство, и это, на мой взгляд,
взгляд, важный плюс. Второй минус более значимый, и это клипса. Да, никаких вопросов к ее качеству, как и к сборке устройства в целом, но она недостаточно тугая. Например, она может слетать с плотных джинс, если попросту зацепится за куртку. Возможно, было бы более удобно использовать кольцо, как, например, в данном плеере, или какой-то мини-карабин, чтобы вешать клипсу на пояс. Но, скорее всего, я тут попросту перегибаю, и устройство явно потеряло бы в миниатюрности и внешнем виде. Так что, наверное, выбор подобного крепления все-таки обоснован. В остальном это просто замечательная вещь, тем более с учетом того, что отдал я за нее всего 660 рублей в дни распродажи. Да, сейчас эта штучка стоит немного дороже, однако я постараюсь найти ссылку на покупку данного устройства по приемлемой цене и у надежного продавца. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, выпуск был для вас интересным и полезным. Если это так, оценивайте его как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующую среду. С вами был канал IT Вердикт, пока!